Домохозяюшки и заюшки, Всем привет! С вами Соня И Ира. и сегодня мы снова... На нонфикшене. Что, какие у нас планы на сегодня? Посмотреть, обязательно сравнить очень многое, потому что мы уже не первый раз, мы бывалые на нонфикшене. Мы были тут ровно год назад и весной. Уже можем сказать, что цены очень выросли. Но есть один нюанс. Цены не божеские. Много что изменилось, Да. пока что не в лучшую сторону, но мы еще посмотрим. Да. Так что оставайтесь с нами. Соли борщ. С Заветом Лазарем мы познакомились еще прошлой зимой и влюбились в эту историю. Мы также поучаствовали в рекламной коллаборации. Наша команда с нетерпением ждала выход книги, и вот, немногим позже объявленного срока, она красуется на стенде издательства «Полынь». Хочется также отметить огромное количество новинок издательства и их подготовку к насыщенным дням ярмарки. Я прям конкретно смотрите, как они на вас. Для того, чтобы никто не спалил, что она постоянно ходит в окружении защиты, вот видите такой, все отобранные рыцари являются оборотнями и превращаются в псов, как правило. Но главный герой истории, он такой немножко бракованный, и он превращается, по сути, в такого маленького ручного песика. Вот. Который зато постоянно может у нее даже в сумочке находиться и все время за ней приглядывать. Вот. Там очень много юмора, много всяких персонажей типа вампиров там и так далее, и в принципе таких саркастичных героев, ну и романтики еще хватает. Мы еще хотели сказать, что на этом нонфике мы будем искать книги с и обложками. Посмотрим, кто обосрется. И показывать пальцами на издательства, которые используют ИИ, и говорить стыдно. Маленьким издательствам прощаем. Все-таки денег у них не так много. Да. Вот. Но Эксмо — это пиздец. Так и началась наша беспощадная охота. По итогу на ИИ-обложках попались, например, такие издательства, как Phantom Press, Эксмо, Азбука, Иностранка и Феникс. В глазах нет души. Конечно, искусственный интеллект упрощает и удешевляет производство. Но, например, я лично очень отрицательно отношусь к подобному обращению с самими художниками и с читателями. Может быть, у маленьких издательств нет средств нанимать художника, но видеть ИИ-слоп у таких гигантов, как Аст, просто позорно. Или АСТ, будет Аст, не знаю. Я купила книжку. Какую? Водописная икона. О, это супер. Дорогая? 300. А, ну это нормально. Сделаю экспресс-обзор. И мне дали календарик. О. Соли борщ. Также мы наткнулись на еще совсем молодой журнал Black Square, рассказывающий о моде, искусстве и культуре. Всего вышло 4 выпуска, и стоят они прилично. Но распечатав его дома и ознакомившись с материалом, я могу с уверенностью сказать, что это того стоило. Помимо печатного журнала, у них еще есть арт-гид по событиям в Москве и других городах России. Это была приятная находка, и я точно продолжу следить за журналом и их медиа. Мы, конечно же, искали и стенды с издательствами, которые предоставляют уникальный перевод текстов восточных и африканских стран. Таких было много. Если вы увлекаетесь политикой, социологией, экономикой Китая, Японии, Индии, Ирана, ЮАР или других не менее ярких стран, то вы точно найдете для себя тут что-то интересное. Соли борщ.
Лекции и различного рода интерактивные творческие пространства – это уже неотъемлемая часть нонфикшена. Тут все стабильно и вполне неплохо, хотя в этот раз нам с Ирой не удалось посидеть полноценно на какой-либо лекции. И с никакими авторами мы не увиделись, к сожалению. В четверг не было встреч с интересующими нас авторами. Как мы уже говорили в нашем видео о весеннем нонфикшене, не поленитесь лишний раз зайти на Озон или Wildberries и посмотреть цену книги там, потому что в половине случаев, если не больше, цены там все равно ниже, чем на нонфикшене. Чтобы найти действительно выгодные предложения, придется искать тщательнее. Как-то так получилось, что вроде бы мы ехали с определенными целями купить какие-то книги, но я опять накупила кучу. Но мы купили и те книги, которые планировали, скажем Да, так. я планировала купить одну, и я купила одну, и 10 других. Я тоже планировала одну и купила ее, и 3 других. Появилось издательство «Кислород», которого не было. Да, у них теперь весной. отдельный стенд. Ну, цены выросли, это факт. Очень мало какие книги можно найти дешевле 500 рублей. Сейчас книга за 400 рублей, это уже, типа, очень дешево, берем. Я вот взяла какую-то про преступников. Она 400 рублей, 435 рублей. В конце мы решили взвесить наши сырые книги вместе, и у нас получилось 5 килограмм 400 грамм. Мы вышли, мы выжили. Ну что, нет, кстати, в этот раз все было более-менее спокойненько, то есть, И у нас был план, то есть мы особо не разбредались, да. прошли по всем рядам, чинно, мирно, спокойно. Где-то получше, где-то похуже, мне кажется. Ну, цены точно хуже. Да, да. Цены выросли. Это цены, это наш честный отзыв туалетов. Да, нет, ну, кстати, мне повезло с туалетом, Мне да. вообще не повезло. Покушать там тоже нереально, хотя люди кушают, но мне жаль денег на сэндвич за 500 рублей. Мы бедные студенты и бедные работники завода, так что... Все, на этом мы с вами Так наши... что сколько мы ставим-то? 8? Да столько же, сколько в прошлый раз. Ну, 6. типа, в первый. А в первый сколько мы ставим? Короче, Вот нормально. столько же. Мы отличные обозреватели. С вами были Сали Борщ, Соня и Ира. На этом все, наши дорогие. Вот наш Пока. телеграм. Да. Вот теперь пока. Господи, навалили, пожалуйста. Да, как обычно.